Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня поделюсь очень простым рецептом глазури для торта. Она готовится из 3 ингредиентов буквально за 10 минут. С такой глазурью получаются очень привлекательные хаотичные подтеки. Она не липнет, не тянется за ножом и не трескается при разрезании торта. Для ее приготовления желатин нужно заранее замочить водой в пропорции 1 к 6, то есть на 5 граммов желатина берем 30 граммов воды. У меня здесь порошковый желатин силой 220 блюм. Консистенция глазури во многом зависит от качества шоколада, который вы используете. Я буду готовить на вот таком молочном шоколаде. Шоколад растапливаем в микроволновке короткими импульсами. Как правильно растопить шоколад, чтобы его не испортить, смотрите в отдельном видео. Ссылку я оставлю в описании. Шоколад растопили, теперь распускаем в микроволновке набухший желатин. Прогреваем буквально 10-15 секунд. Нужно просто довести желатиновую массу до полностью жидкого состояния. Выливаем распущенный желатин в растопленный шоколад и тщательно перемешиваем. При добавлении жидкости в шоколад он начинает густеть. Продолжаем хорошо перемешивать. Доводить глазурь до нужной консистенции будем обычной водой. Температура воды не имеет значения. Можно использовать как холодную, так и горячую. Но главное с ней не переборщить. Добавляем понемногу и перемешиваем. Точное количество воды заранее сказать невозможно, нужно смотреть по консистенции. Если глазурь получится слишком жидкая, то подтеки сильно стекут вниз и окажутся на подложке в виде лужиц. А если она будет слишком густая, то вы не сможете растянуть ее по поверхности торта и не пойдут подтеки. Поэтому очень важно угадать консистенцию. Масса густеет еще и за счет того, что желатин начинает схватываться. Если глазурь сильно загустела, можно слегка прогреть ее в микроволновке секунд 15. Здесь у меня очень хорошо охлажденный торт «Птичье молоко на желатине». Выливаю глазурь на поверхность торта и быстро растягиваю палеткой до краев, чтобы пустить подтеки. На охлажденном торте глазурь схватывается моментально, поэтому работать с ней нужно очень оперативно. Пока глазурь полностью не схватилась, я сразу укладываю свежую клубнику, чтобы она прилипла. Точно так же можно приготовить и цветную глазурь на белом шоколаде. И в этом случае можно для окрашивания использовать самые простые водорастворимые красители. Белый шоколад точно так же, как и в первом случае, аккуратно растапливаем импульсами в микроволновке. Распускаем набухший желатин и объединяем обе массы, тщательно перемешивая. Теперь добавляем нужный краситель. Я добавляю красный и бордовый. Перемешиваем и в результате получаем вот такой полупрозрачный цвет. Но если вы хотите, чтобы цвет получился более матовым и плотным, нужно добавить немного белого красителя. Здесь у меня охлажденный торт, покрытый крем-чизом на масле. Выливаю глазурь на поверхность торта, растягиваю палеткой к краям и сразу укладываю клубнику, чтобы она хорошо приклеилась, пока глазурь не застыла. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте и подписывайтесь на мой канал. А сегодня на этом все. До встречи в новом видео.